Сумерки только что пронеслись по горизонту Сеула, когда дверь в частную студию Sugar в комплексе HYBE снова распахнулась, впустив прохладный ночной воздух на мгновение, прежде чем снова захлопнуться. Внутри теплый желтый свет отражался от звуконепроницаемых стен, окутывая комнату, словно давно потерянное объятие из прошлого. В центре студии сидели три фигуры, которые когда-то вместе изменили историю корейской музыки, и теперь, после стольких лет, воссоединились: Ким Тэхин, Ви, Чон Чингук и Мин Юнги, Sugar. Встреча той ночью была необычным воссоединением. В воздухе витал сладкий накал, как будто что-то большое плелось за тишиной и тайными закодированными взглядами. Они знали, что эта ночь была не просто ночью ностальгии. Это было начало чего-то монументального, долгожданного возрождения. Sugar сидел перед компьютером, постукивая пальцами по поверхности стола, пока смотрел на пустой экран своей цифровой аудиостанции. Прошло несколько месяцев с тех пор, как он в последний раз открывал музыкальный проект для BTS. С тех пор, как он закончил свою военную службу, его разум был заполнен голосами, которые требовали, чтобы их сформировали в песне. Но он знал, что дело не только в музыке, дело в воссоединенных сердцах. Чингук сказал, что у тебя была безумная идея, сказал Тэхён, снимая шапку и откидываясь на спинку дивана, его вьющиеся волосы упали на лоб. Чингук, который пришел несколькими минутами ранее, просто улыбнулся, снимая куртку и кладя iPad на маленький столик в центре комнаты. Юнги медленно кивнул. Это не просто безумная идея. Речь идет о нас троих. И это может быть незабываемым началом. «Какое начало?» — спросил Чингук. Его глаза сузились от любопытства. Юнги встал и открыл аудиофайл. Заиграла музыка, не жесткие хип-хоп-биты August D, а глубокие, эмоциональные гармонии. Были оркестровые струнные, убаюкивающие ретросинтезаторы и медленный бит, который звучал как сердцебиение, которое только что снова нашло свой ритм. «Давайте начнем с эмоций», – прошептал Юнги. «Из того, что мы чувствовали после всего этого. Военная служба, время в разлуке, тишина, тоска и желание снова подняться, не как солисты, а как BTS, как мы». «И почему мы первые?» — спросил Тэхин после того, как музыка закончилась. «Потому что мы трое были первыми, кто закончил свою военную службу», — твердо ответил Чингук. «Мы можем быть спусковыми крючками. Сначала мы построим фундамент». Они начали набрасывать большую идею на доске студии. Слова были написаны: «Наследие», «Эволюция», «Возвращение». Они хотели чего-то большего, чем просто возвращение. Они хотели создать что-то, что отражало бы их рост, пережитую травму, уроки, извлеченные из молчания, и подъем после долгого перерыва. «Я хочу поговорить о времени», — сказал Тэхён, рисуя визуальный набросок на iPad Чингука. «Время, которое разделило нас. Время, из-за которого мы скучали по сцене. И время, которое вернуло нас обратно». Чингук добавил: «И как время также лечит. Мы уже не те молодые люди, которыми были раньше. Мы взрослые мужчины, несущие раны и силу. Наши песни должны говорить об этом». Юнги кивнул. «И нам нужно название для этого проекта». Тэхён ухмыльнулся. «Резонанс». «Почему?» — спросил Чингук. «Потому что, когда три души объединяются на одной частоте, мир вибрирует». На следующие 3 недели студия стала их вторым домом. Тэхён начал доставать свою старую акустическую гитару, играя грубые мелодии, которые Юнги позже превратил в наброски песен. Чингук, чей вокал стал более зрелым и четким, записал множество припевов и фальцетов, используя приемы, которым он научился во время сольных выступлений. Они также начали обращаться к визуальным продюсерам, хореографам и творческим группам, чтобы создать визуальный мир Резонанс. Тэхён хотел,
чтобы визуальные эффекты были кинематографичными, почти как в короткометражном фильме. Мы не просто вернулись, чтобы петь, а чтобы рассказать историю. Шугар. Он руководил музыкальным производством, как дирижер большого оркестра. Он хотел, чтобы EP, который они держали в секрете от публики, имел слои эмоций, а не только запоминающиеся жанры. Он привлек инди-музыкантов, живой оркестр и даже инструменты из-за пределов Азии, чтобы создать новое звучание, которое отражало бы зрелых BTS. Они согласились пока не рассказывать об этом публике. Это было бы большим сюрпризом. Но они оставили следы, скрытый код в социальных сетях, загадочные фрагменты песен, воспроизводимые на заднем плане видео, даже тонкие намеки во время их трансляций у Weverse Live. «Я знал, что ARMY разберутся», — сказал Чингук со смехом. «Они сложили бы пазл быстрее, чем мы». И, конечно же, на форумах фанатов начали циркулировать домыслы. Многие чувствовали, что назревает что-то грандиозное. Поклонники заметили странные закономерности. Например, эфирное время всегда приходилось на 7 часов 13 минут, дебютный код BTS или эмодзи, которые Тэхён тайно вставлял в свои посты, которые символизировали звуковые волны и резонанс. Они назначили дату. Секретную дату, день, когда Резонанс будет объявлен миру кинематографическим двухминутным видео. В тот день все трое стояли в одном кадре на фоне заката в Сеуле, одетые в полностью черные строгие костюмы. Не говоря ни слова, они посмотрели в камеру, и появились слова. Резонанс. Прелюдия к следующей главе BTS. Скоро. Хэштег «Решетка Резонанс» начал набирать популярность по всему миру всего за 10 минут. В день выхода первого музыкального клипа для проекта Резонанс настроение изменилось. Выпущенная ими песня называлась «Тайм-код». Песня, полная рефлексивных текстов. Об одиноких днях в казармах, о секундах, потраченных друг без друга, и о надежде снова работать для ARMY. Музыкальное видео было снято известным корейским режиссером. В нем они трое находятся в разных часовых поясах. Юнги в коридоре, полном настенных часов, Чингук на огромном пустом поле и Тэхин в комнате со старым пианино и проекционным экраном, на котором воспроизводились воспоминания BTS из прошлого. ARMY по всему миру плакали, смеялись и снова чувствовали себя живыми. Казалось, что они возвращаются домой. И хотя их было всего трое, этих вибраций было достаточно, чтобы снова зажечь сердцебиение фандома. Проект Резонанс не был концом. Это было начало волны. В секретном интервью международному журналу они рассказали, что это была первая часть проекта Триптиха, трехчастного проекта, который продолжится после того, как остальные участники уволятся из армии. Каждая часть будет нести дух трех участников, прежде чем они все соберутся вместе для The Final Chapter, настоящего полноформатного альбома возвращения BTS. И в той же комнате, в конце той долгой ночи, Тэхён сказал: «Я не хотел просто повторять прошлое. Я хотел создать что-то, что запомнят навсегда». Чингук добавил: «Мы BTS. Но на этот раз мы не просто возвращаемся, мы приходим с чем-то более глубоким». Шуга закончил с легкой улыбкой. И мы только начали. В тот день Сеул был не просто освещен солнцем. На небе сияет еще один свет, свет надежды, оживающих мечтаний, воссоединение трех душ, чтобы создать резонанс, который никогда не померкнет, и весь мир готов приветствовать возвращение BTS.